Приехав домой, он сунул пакет в свой шкаф и сказал Марии Розарио, что получил беспроцентную ссуду от старого друга по колледжу, у которого связи с мафией. Розарио такие подробности явно не интересовали, и она ни о чем расспрашивать не стала. С того самого дня Виктор Черкашин становится куратором нового агента КГБ. Олдрич Эймс получает оперативную кличку Людмила. В июне 1985 года Эймс снова встретился с Чувахиным. И хотя КГБ не просило дополнительной информации, он сам решил передать в одном пакете известные ему имена всего актива ЦРУ, за исключением своего приятеля Сергея Федоренко. Зачем Эймс это сделал, только Богу известно, но в дальнейшем это сыграло для него роковую роль. Помимо этого, Эймс сообщил также, что советский резидент в Лондоне Олег Гордеевский шпионит в пользу британской Ми-6. Также КГБ получило во время этой встречи отчеты ЦРУ по разведке общим весом около 3 килограмм, которые он вынес из своего управления в обычном дипломате. Если бы Эймс разбил тот пакет на несколько передач, или если бы советское руководство не настояло на немедленном аресте агентов, в ЦРУ не заподозрили бы о наличии очевидного крота. Тревога ЦРУ началась, когда стало понятным, что его тайные агенты в Советском Союзе один за другим выходят из игры. Изначально предполагалось, что причины провала крылись в жучках, установленных советской разведкой, или во вскрытии кода, использовавшегося для шифровки сообщений. Всю вину за провалы агентуры на тот момент свалили на Эдварда Ли Говарда, известного в дальнейшем своей шпионской работой на СССР за кассеты с рок-н-роллом. Однако, когда ЦРУ лишились еще 3 источников информации, о которых Говард ничего знать не мог, американцы осознали, что кротом является кто-то другой. И тем не менее, в 1986 году следствие приходит к заключению, что аресты агентов в Москве взаимосвязи не имеют. А возможной причиной некоторых провалов был все-таки Говард, который к тому времени уже бежал в СССР. Тем временем Олдрич Эймс подает документы на вакантную должность в Риме. Он хотел дистанцироваться от штаб-квартиры ЦРУ, так как предполагал, что русские станут арестовывать агентов ЦРУ тихо и постепенно, а не единовременно, как это было сделано. «Вы доведете до того, что меня арестуют», — выговаривал он куратору, с которым встретился уже в Риме. Тот извинился, но сказал, что у КГБ не было другого выбора. Решение о массовых арестах и ликвидациях источников было принято на самом высшем политическом уровне. Находясь в Италии, Эймс даже не пытался скрыть свой вполне роскошный образ жизни. Мария обновила свой гардероб нарядами из бутиков, а Эймс купил себе спортивный Ягуар, а также начал носить Rolex и итальянские костюмы по $1500. Эймс каждый раз получал в конверте от 20 до 50 тысяч долларов США, переводя деньги на несколько банковских счетов и распределяя их по 10 тысяч долларов на счет. По разным данным, он заработал от 2 до 4 миллионов долларов США, что позволяло ему безбедно существовать. Теперь давайте вернемся в Центральное разведывательное управление. Несмотря на то, что первая проверка исключила вероятность существования там крота, не все сотрудники были в этом убеждены. В конце 1986 года в ЦРУ создается специальная команда, возглавляемая Полом Редмондом, которая должна установить источник утечки информации. Операция получает название «Courtship». Следователи прорабатывают множество версий, от установки прослушивающих устройств, перехватов переписки между сотрудниками ЦРУ и заканчивая версией о наличии крота. На этот раз уже к 1990 году версия о предательстве кого-то из сотрудников стала наиболее очевидной. Вербовка новых источников разведки из числа советских граждан была приостановлена, поскольку в ЦРУ опасались, что не смогут сохранить даже уже имеющихся агентов. Во избежание раскрытия Эймса КГБ пустили своих американских коллег по ложному следу, вбросив дезинформацию о том, что крот якобы располагался в Уоррентонском учебном центре. В течение года американцы допросили 90 сотрудников и выявили 10 подозреваемых. Однако в дальнейшем стало ясно, что среди них предателя нет.
Тем временем Эймс готовится к возвращению в Вашингтон. Как вы, наверное, уже догадались, его ждет очередное повышение. В 1990 году его переводят в аналитическую группу контрразведывательного центра ЦРУ, где он получает доступ к очень важной информации, в том числе по двойным агентам США. Еще в Италии Эймс получает последнее письмо от советской стороны с инструкциями о том, как с ним будут поддерживать контакт далее. Помимо этого, в письме указывалось, что Эймсу будет выплачиваться жалование в размере $300 тысяч в год, а также ему передается в пользование несколько акров земли в Подмосковье. Эймс был так растроган этим, что снова поступил не как настоящий разведчик. Он сохранил это письмо и фотографии той самой земли, о чем, как вы уже, наверное, догадались, впоследствии ему придется сильно пожалеть. Расследование по поиску крота в ЦРУ тем временем набирает обороты. К группе расследования присоединяется амбициозный 29-летний следователь с бухгалтерским прошлым Дэн Пейни, который считает, что лучший способ поимки крота – сопоставлять доходы и расходы. Когда в августе 1985 года Олдрич Эймс женился на Марии дель Розарио, для отвода лишних подозрений он говорил, что большая часть денег является приданным от родителей его прекрасной жены. Для убедительности Эймс перевел тогда значительную сумму денег родителям Марии в Колумбию. Тем не менее, кто-то из коллег обращает внимание на то, что Олдрич Эймс живет слишком уж роскошно, и что на зарплату сотрудника ЦРУ он не смог бы приобрести все свое имущество. А другой следователь из команды Пола Редмонта, Дайана Уортон, знала его жену Марию ранее и знала, что ее родители никогда богатыми не были. Однако ее осведомитель в богате заявил, что теперь они ни в чем не нуждаются. Своими подозрениями Дайана Уортон поделилась с другим следователем группы по выявлению крота Сэнди Гримс, которая с усердием начала изучать все контакты Эймса. А экс-бухгалтер Дэн Пейни, получив доступ к кредитным счетам Эймса, обнаружил, что текущие расходы этой пары составляли от 18 до 30 тысяч долларов в месяц, при годовой зарплате около 70 тысяч. Вот что смог приобрести Эймс при своей зарплате. Дом недалеко от Вашингтона, стоимостью 540 тысяч долларов США, купленный после возвращения из командировки в Рим. Автомобиль Ягуар стоимостью 50 тысяч долларов США. Ремонт в квартире стоимостью 99 тысяч долларов США. Ежемесячные телефонные счета на 6 тысяч долларов США. Большую часть звонков совершала Мария родным в Колумбию. Кредитные карты премиум-класса, на которых минимальные траты были выше ежемесячной зарплаты Эймса. Предметы роскоши на сумму 455 тысяч долларов США. Скупленные на бирже акции стоимостью 165 тысяч долларов. Ферма и 2 квартиры, оформленные на жену. Представляете, сколько интересного можно найти, если, использовав метод бухгалтера-разведчика Дэна Пейни, копнуть под множество российских чиновников. Там обнаружатся не только кроты, но и, видимо, другие весьма разнообразные представители животного мира. Тем не менее, в 1986 и 1991 годах наш герой Олдрич Эймс успешно проходит 2 проверки на полиграфе. Результаты тестов показали, что на некоторые вопросы Эймс отвечал неискренне. Однако в итоге он все же прошел тест. Кто бы сомневался. Следствие стояло на месте. До тех пор, пока въедливая и неугомонная Сэнди Гримс не обратила внимания на то, что даты банковских депозитов за 1985 год совпадали с днями, когда Эймс встречался с Сергеем Чувахиным. Невероятно. Но Эймс после встреч с советскими представителями по возвращению домой спокойно завозил деньги в банк. Наш разведчик поистине уникален. Не надо быть изобретателем ракет, чтобы понять, что тут происходит, победно и злорадно кричала въедливая Сэнди Гримс Полу Редмонту. Эймс – проклятый русский шпион.